Всем привет! В данном видео я хочу показать еще один вариант плетения ручек, точнее даже декора ручки на основе авоськи, сделанным вот таким узлом крест, который называется. Я оставлю под видео ссылку на плетение этого узла и всей этой авоськи, чтобы не повторяться, так как изменения у нас будут происходить только в ручке. И также здесь подсказку. Если вы что-то не поняли, то напишите в комментариях, я вам скину ссылку, либо зайдите в плейлист «Макраме сумки авоськи». Как вы видите, на одной ручке я уже проделала декор, чтобы показать вам, какая она у нас будет. Также эта авоська у меня получилась немного даже длиннее, хотя 2 метра также я использовала для плетения. И для начала мы с вами должны отрезать 2 отрезка по 150 сантиметров для создания вот такого вот узорчика. Я видела, что это используется, знаете, для держателя салфеток. Ну, то есть, когда сервировка стола идет, вот, его можно так использовать. Ну, можно приспособить, например, вот так. Я надеюсь, что вам понравится такая идея, и вы все повторите. Отрезаем отрезок 150 сантиметров 2 раза на одну ручку. А так их получается 4, да? Потому что у нас 1, 2, 3, 4. Вот наш отрезок. Сейчас попрошу внимательно следить за моим движением рук, за нитью. Я буду все комментировать, но иногда комментарии излишни. Мы берем наш отрезок, вот его конец, и отступаем чуть-чуть и складываем вот так вот, оп, такой вот кружочек. Далее еще один кружочек. Создаются у нас круги Эйлера. Кто знаком с математикой, привет. Ну вот, у нас такой бантик получился. Далее мы берем наш конец. Вот. Сейчас должны будем сначала концом входим в один круг, выходим в серединку и входим в другой круг. И как бы вот так вот протягиваем. Создастся у нас третий круг. Вот сюда выводим нить и делаем таким образом, чтобы у нас вот как бы вот эта нить здесь, то есть такой трилистник я бы назвала. Вот эта нить у нас вышла, и мы создали вот последняя была, вот это первая, вторая. И вот нить, которая у нас в начале мы оставляли, мы ее вот сюда еще перенесем. Могу сказать, что самым сложным мы справились. Сейчас смотрите, мы можем вот так вот раздвинуть, и уже получится у нас вот здесь у меня 3 раза нить проходит, а вот сейчас на данном этапе у нас 1 раз как бы проходит нить по всему нашему этому узору. И вот отрезком, который у нас длинный, мы должны начать вести его вот сначала. Вот нить, это, которая была первая, мы его будем вести, повторяя все за тем, как мы вначале и шли. Сюда выводим. И это у нас вот будет считаться, что мы идем вторым рядом. Сначала можно сделать слабо, потом все равно мы будем подтягивать, и все у нас подтянется. Так, смотрите, не запутайтесь. Если вы видите, что где-то уже как бы пройдено, например, 3 раза, а где-то 1, значит, это неверно, значит, нужно повторить. То есть мы должны дойти прям опять до того момента, где у нас встретятся нити, и начнется у нас 3-й ряд как бы этого введения, я бы так сказала. Вот здесь еще нет. Мы сейчас сюда проходим. Сюда.
Вот сейчас, видите, у нас встреча произошла нитей, и вот этот вот третий раз он будет заключительным. Ведем внимательно. Вот уже видим, что у нас отличное получилось узор. Я бы так сказала. Отличное получилось узор. Просто не знаю, как назвать на самом деле. Как это? Декор. Отлично получился декор. И вот у нас опять произошла встреча. То есть это уже пойдет на четвертый, да? Нам уже четвертый не нужен. Сейчас мы вот этот вот наш отрезок, который был первый, самый в начале коротенький, мы его сюда вот заправим. И пусть у нас здесь вот в одной будет 4. Мы должны с вами сейчас подтянуть. Лучше это сделать сейчас, потому что когда мы здесь с вами находимся, это уже намного сложнее сделать, когда мы наденем на ручку. Я рекомендую это сделать еще на берегу, я бы так сказала. То есть мы можем с вами начать, например, видим, что у нас какая-то нить вот торчит, и мы ведем ее так. Так, и полностью прям повторяем весь наш рисуночек. Нам с вами понадобится 4 таких декоративных элемента, но для начала можно сделать и 2. И будем надевать их на ручки. Ручки у нас вот здесь вот находится 5 нитей. Я вот вдеваю в кольцо и довожу прям до начала. Все по порядку вдели. На вторую точно так же сейчас надену. Там тоже должно быть 5 нитей. Вот я сложила так, как у меня будет лежать моя ручка, и сейчас я зафиксирую это все шитьем, просто иголку с ниткой, вот так вот сделаю несколько стежков, чтобы у меня держались эти нити. Их не будет особо видно, если вы аккуратно это сделаете, и сейчас намоткой мы все это закроем.
Для того, чтобы сделать намотку на ручку, нам потребуется отрезок 4 метра 20 сантиметров длиной. Складываем его напополам и середину сейчас лицевым креплением крепим к вот этому нашей, где у нас шитье наше надо закрыть. Вот. Делаем лицевое крепление и в бок будем уходить сначала одной, а потом второй нитью, создавая каждый раз вид, что у нас это лицевое крепление. Если вы ни разу такое не делали, то обязательно сейчас посмотрите, как это происходит. Сначала мы кладем нить поверх всех нитей и вот в петельку продеваем. А далее, чтобы создать перемычку, мы должны наоборот нить положить сзади и в петлю спереди также продеть. И я прошу вас, посильнее затягивайте, чтобы ручка у нас была прям такая крепенькая, жесткая. Вот. И пойдем так до конца, до наших декоративных элементов. Сначала в одну сторону, потом во вторую. Здесь вот начнем уже как бы закрывать, да. Смотрите, я лишние отрезала, те, что оставались, когда мы сложили ручку. Сейчас отрежу их. Обязательно тут аккуратно будьте, не отрежьте нужные. И наш декоративный элемент надеваю как бы на последний вот этот вот узелок, который мы делали. Возможно, стоит потом будет затянуть опять же вот то, что мы с вами наплели, вот этот вот декор. А сейчас еще, кстати, вот да, прячу нить, которая у меня осталась сзади в ручку с помощью крючка. Я ее просто прячу, этот отрезок, который оставался. И то, что я и говорю. Ну вот, еще можно подклеить клеем, но я не рекомендую, потому что он что-то у меня на ткани оставался как-то не очень красиво. Вот, так что это не обязательно. Вот то, что я говорю, этот декоративный элемент надеваем на последний как бы наш узелок. И если он слишком слабый, то подтягиваем его каждую ниточку, опять же, то, что мы делали как бы в конце, когда сплели его. А ту нить, которая у нас торчит, я тоже как бы немножко в бок его перекручу и спрячу в ручку. Со вторым сделаю точно так же. Ну, еще нужно будет вторую сторону, то есть доделать вторую ручку вам уже самостоятельно.
Ну что, наша сумка готова. Я знаю, что в Инстаграме много кому понравились эти элементы, так что буду ждать ваших работ. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Пока-пока.